Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PayCmaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Мы вернулись со второй частью нашей подборки последней, через которую вы сможете проехать во время своего предстоящего путешествия по Айове в American Truck Simulator. Если вы пропустили первую часть этого блога, мы настоятельно рекомендуем прочитать ее здесь. Как вы уже упомянули ранее, для дополнения Айова было создано более 15 поселений. В каждом из них есть свои достопримечательности, уникальное очарование и возможности для водителей заправиться или сделать столь необходимый перерыв. Наши талантливые команды, работающие над картами, графикой и ресурсами, тщательно воссоздали каждое место, чтобы передать его суть. Давайте подробнее рассмотрим остальные из них, хорошо? Наша первая остановка — Анталантик, исторический город на юге-западе штата Айова. Анталантик, который сейчас называют столицей кольца штата Айова, может похвастаться хорошо сохранившимся центром с очаровательной архитектурой. Независимо от того, приезжаете ли вы мимо или останавливаетесь на передышку, этот город позволит вам взглянуть на богатое коммерческое наследие Айовы. Далее следует Клир-Лейк, очаровательный городок, известный своей живописной набережной. Вдоль, как вы уже догадались, Клир-Лейк — это популярное место для катания на лодках и рыбалки, а также спокойное место, где можно сделать паузу перед возвращением на шоссе и освежиться после дороги. В округе Уэйпелелло вы увидите поселение Эддивилл, небольшой, но гостеприимный городок. Здесь на улицах стоят красивые дома и здания. Здесь много зеленых насаждений, зон отдыха, а также близнящее озеро, где посетители могут расслабиться и насладиться пейзажами. Мы уверены, что водитель оценит спокойную обстановку. Нью-Шерон, штат Айова, часто называют маленьким микросочным городком, известным своим сплоченным сообществом и спокойной атмосферой. Местные жители и гости города наслаждаются его очаровательной главной улицей и близящими природными территориями, в том числе рекой Норт-Скун, притоками Миссисипи. Недалеко от шоссе Ай-35 вы найдете поселение Оцеола, названное в честь знаменитого вождя индийского племени Семинолов, который боролся за сохранение земель и прав своего народа. Проезжающие мимо дальнобойщики смогут увидеть традиционную деревянную статую вождя Оцеолы. Поселение Оскулуза также имеет историческое значение. Город был назван в честь принцессы племени Крик Оскулузы, чье имя означает «последняя из прекрасных». Позже она вышла замуж за Оцеолу, вождя коренных американцев, упомянутого выше. Как и Оцеола, Оскулуза чтит свое наследие статуи, которая стоит как молчаливый страж, добавляет нотку истории в ваше путешествие. Здесь вы также найдете несколько других примечательных достопримечательностей, в том числе ратушу, городскую площадь и художественные фрески, которые можно увидеть по всему городу. Двигаясь на запад, вы доберетесь до поселения Спенсер, известного тем, что здесь проходит ярмарка округа Клейн, одна из крупнейших ярмарок округа в штате, которая привлекает посетителей со всего региона. Здесь вы увидите множество скульптур и других произведений искусства, разбросанных по всей территории, а также старомодные уличные фонари, украшения цветами и флагами вдоль главной дороги, проходящей через центр. И последний, но не менее важный, в восточной части штата Айова, на шоссе 61, вы найдете небольшое поселение Уэлтон с населением 121 человек. Здесь не так много происходит, но для некоторых это дом и очарование маленького городка и гостеприимством местных жителей делают его приятным местом для проезжающих мимо путешественников. Мы надеемся, что вам понравится узнавать больше о поселениях, которые появятся в нашем грядущем дополнении Айова для American Truck Simulator. Наша команда приложила немало усилий, чтобы сделать эту локацию максимально детализированным и погрузить вас в атмосферу игры. Мы надеемся, что вам понравится усилие, которое было вложено в их создание. Не терпится исследовать Айову, обязательно добавьте ее в список желаемых в Steam. Вы также можете быть в курсе последних новостей в наших Twitter, Facebook, Instagram, Galaxy и YouTube, или подписавшись на нашу рассылку. До новых встреч. Ссылочка на Айову будет находиться в описании данного видеоролика.
Мы вернулись с очередным выпуском Sassets Road, вторым выпуском путешествия Марка на грузовике. Наш координатор по производству транспортных средств возвращается к своим корням в сфере грузоперевозок в Канаде и приглашает вас за руль, чтобы вы почувствовали, каково это быть настоящим дальнобойщиком, перевозящим грузы из Канады в США. Марк решил взять небольшой отпуск, чтобы посетить свою родную страну, где он занялся грузоперевозками, и записал для вас эпизод Sassets Road. Первый эпизод, в котором он едет из Уитби, Онтарио, в Форт Уэрт, Техас, можно посмотреть здесь. В сегодняшнем эпизоде он едет в Омаху, Небраска, с остановкой на знаменитой Айове-80, крупнейший в мире станок для грузовиков, на прекрасном Петербиле 389. Итак, без лишних слов, давайте посмотрим, как Марк переживает все взлеты и падения жизни дальнобойщика. Ссылочка на данный видеоролик будет находиться в правом верхнем углу экрана. Мы хотели бы поблагодарить Марка, который приложил усилия, чтобы записать этот эпизод для нашего лучшего сообщества когда-либо. Мы надеемся, что вам понравилось смотреть, что нужно, чтобы стать дальнобойщиком. Если вам понравилось, обязательно следите за новыми выпусками Sassets Road. Подписывайтесь на нас в Twitter, Facebook, Instagram, Galaxy и, самое главное, YouTube. Мы также будем очень признательны, если вы подпишетесь на нашу рассылку, чтобы оставаться в курсе событий, даже если вы не можете следить за блогом или нашими социальными сетями. Продолжайте в том же духе. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. С момента выхода Миссури для American Truck Simulator мы с радостью получили бесчисленное количество комментариев, скриншотов, видео и много другого в наших официальных социальных сетях. Нашей команде очень приятно видеть все ваши отзывы, читать ваши положительные комментарии, а также конструктивную критику. Мы, как и в случае с предыдущим дополнением к картам, мы рады поделиться с некоторыми потрясающими материалами от нашего БС Турковерс, посвященному Миссури. Хотите поделиться с нами своими мыслями или контентом? Лучший способ сделать это — отметить нас в Twitter, в Galaxy, Instagram, Facebook или TikTok. Или поделиться своими впечатлениями на наших официальных форумах SWR. Мы хотели бы выразить огромную благодарность всем, кто уже поделился с нами своими скриншотами и многими другими. Продолжайте делиться ими с нами, и нам нравится их видеть. Все ссылочки на данный видеоролик будут находиться в описании этого поста. Мы также получили множество положительных отзывов на странице магазина Steam в Миссури. Эти добрые слова действительно поднимают нам настроение и мотивируют продолжать усердную работу, чтобы радовать наше сообщество новым захватывающим контентом. Если вам понравилось играть Круиз в Миссури, подумайте о том, чтобы поставить отзыв в Steam. Ваши отзывы помогают поддержать будущие выпуски. Мы искренне благодарны всем, кто уже нашел время, чтобы оставить отзыв или предложить конструктивную критику. Кроме того, мы обратились к нескольким создателям контента в интернете, чтобы узнать о их мнении о дополнении Миссури. Ознакомьтесь с их впечатлениями ниже. Мы очень ценим их отзывы и стремимся создать контент для наших игр. Не забудьте посетить их канал и подписаться на них, чтобы поддержать их работу. Что я действительно ценю в SWR, так это искренняя увеличенность внимания к деталям, которые они вкладывают в каждое новое дополнение. Дополнение Миссури для АТС выводит игру на новый уровень, благодаря потрясающим пейзажам, интересными достопримечательностями, такими как Арка Врат и плотина Бенгел, и особенно инновационными подземными складами, которые представляют собой уникальные испытания. Я больше поклонник грузоперевозок, поэтому обновление дополнения специальный транспорт и тяжелые грузы стали для меня приятным сюрпризом. Мне не терпится перевозить еще больше негабаритных грузов по Xiaomi. Отличная работа с SWR, дополнение еще один шедевр. Просто замечательно создается VR. Снова выпустили инновационное дополнение для American Truck Simulator Миссури. В этом последнем дополнении самое ожидаемое дополнение — это целый новый штат, который может исследовать, а также то, что даже не видно с высоты птичьего полета. Подземные хранилища — это место для хранения грузовиков и товаров поистине огромные, как железнодорожная станция или порт в гигантских масштабах. И самое приятное то, что они похожи на лабиринт. Как только вы доберетесь до пункта назначения, вам нужно будет
перейти в зону с соответствующей цветной кодировкой и выгрузить свой груз в, казалось бы, глубокой среде, где для навигации нужно читать знаки, которые служат не только для украшения. В крупных городах, таких как Сент-Луис и монумент Арка Ворот, вы ожидаете увидеть детализацию, на которую можно рассчитывать. А в сельских районах и небольших городах, где также интересно, как и в Сент-Луисе, можно насладиться различными пейзажами и природой на местных дорогах, которые соответствуют рельефу и привлекают ваше внимание. Продолжение работы над каждым дополнением, в котором представлены новые функции и идеи, дает надежду на то, что в будущих обновлениях и дополнениях будет еще больше интересного. С нетерпением ждем, что они предоставят и анонсируют в следующем раз. Команда разработчиков карты Software снова превзошла саму себя. Самое приятное в прямом эфире из Миссури — это не комментарии, которые я получил во время трансляции. Я живу недалеко, и эта дорога, город, здание выглядит именно так. Люди, живущие в этом штате, говорят обо всем. Они в восторге от деталей своего родного штата. Это такое приятное чувство, видя, как люди радуются и даже восхищаются точностью новой карты. Самый впечатляющий вид на дороге, на город, который я видел в этом дополнении, если не во всей игре, это Санта-Луис. Нет ничего лучше, чем подъехать к арке и увидеть на заднем плане прекрасный городской пейзаж. Спасибо за еще одно увлекательное приключение в American Truck Simulator. Мне нравится, когда вы просто поэтому, вот мое честное мнение. Дополнение Миссури до American Truck Simulator — это серьезно круто. Оно современное, чисто и выглядит по-настоящему актуальным. Подземные пещеры для меня это самое интересное. На них не просто приятно смотреть, это действительно хорошо проработано, и по ним весело ездить. Освещение там это нечто особенное, как когда выезжаешь и видишь, как все темнеет, а потом выезжаешь на дневной свет, это просто здорово. Дороги ровные, зелень, кустарники выглядят пышными, а в целом это просто великолепное дополнение. Я бы назвал его милым, если вы не против немного местного сленга. В нем много очарования и характер. Несмотря на то, что это не самый большой штат, а он наполнен деталями. Здесь действительно чувствуешься глубина, как будто каждая его часть была тщательно проработана. Вы не почувствуете того ощущения пустоты, которое можно быть на других картах. Эта карта ощущается полотной во всех местах. Что касается цены, это отличное предложение. Мы ездили на ней всю неделю и, честно говоря, наслаждались каждой секундой. Если подумаете о том, чтобы приобрести его, сделайте это в Миссури. Отличное дополнение к миру АТС. И оно определенно стоит того, чтобы его купить. Миссури действительно удивила меня в лучшем смысле этого слова. Я знал, что это будет круто, но, черт возьми, уровень детализации в этом дополнении просто невероятный. Он от езды по Озарксу до объезда огромных магистралей в Канзас-Сити. Все это кажется правильным. Что меня действительно поразило, так это система подземных складов. Это что-то совершенно новое, и ездить по ней на большом грузовике просто потрясающе. Смена декораций тоже очень плавная, и вы быстро переключаетесь с промышленных районов на сельскохозяйственные угодья. И все это выглядит невероятно. Мне также понравилось, что в игре есть небольшие городки, которые продают штату особый колорит. Это одно из тех дополнений, из-за которых вам каждый раз захочется выбрать длинный маршрут. Если вы еще не ездили по дорогам Миссури, вы много упускаете. В завершении мы хотели бы еще раз поблагодарить вас за незаменную поддержку, добрые отзывы и конструктивные комментарии. Наши разработчики постоянно работают над созданием качественного контента, и нам невероятно приятно видеть, что это отражается в ваших положительных отзывах. Большое вам всем спасибо. Ссылочка на Миссури будет расположена в описании данного видеоролика. С Пасхой всех, кто празднует. Этот праздник широко отмечается по всему миру и часто связан с поиском пасхальных яиц. Поскольку мы хотели бы отправить его вместе с вами, мы подготовили для вас небольшую игру в поиск яиц. В традиционной охоте за пасхальными яйцами, которая является популярным пасхальным праздником, люди обычно прячут яйца, чтобы другие могли их найти. В играх пасхальные яйца могут включать в себя самые разные элементы, от скрытых шуток и отсылок и к фильмам, знаменитостям, мемам и другим забавными сюрпризами,
опасными. Обычно их прячут так, чтобы не все могли их легко найти. Игроки чувствуют себя вознагражденными, если находят один из этих. Наша игра не исключение. Разработчики карт также добавляют пасхальные яйца на наши карты, как ETS-2, так и в АТС, используя различные отсылки. В качестве небольшого подарка вам на эту Пасху мы хотели бы поделиться с вами радостью, рассказав о некоторых пасхальных яйцах, спрятанных в наших играх. Взглянув на фотографии, вы, возможно, найдете несколько подсказок, которые помогут вам их найти. Будет надеяться, вдохновят вас на поиски еще большого количества, ведь это их еще много. На картах АТС и ETS-2 наш дизайнер добавили множество пасхальных яиц с отсылками к популярным фильмам и телешоу, например, к режиссеру Дэвиду Линчу или к легендарной сцене из фильма «Хороший, плохой, злой». Если вы путешествуете по АТС, обратите внимание на веревки для сушки белья, так как там спрятаны небольшие пасхалки. На скриншотах ниже вы можете увидеть отсылку к Супермену и знаменитому игроку НБА Скотти Пеппину. А еще у нас есть множество других отсылающих к искусству, литературу и другими видеоиграми или историей. Например, это старая дорога на шоссе 66. Некоторые из них созданы просто для развлечений, как, например, это воссоздание знаменитой суперкар или групповое селфи из нашей исследовательской поездки. Мы надеемся, что вам понравился этот краткий обзор скрытых пасхалок в наших играх. Обязательно найдите не только те, что мы вам показали, но и остальные. Поделитесь с нами своими фотографиями или видео в наших Twitter, Facebook, Instagram, Galaxy и YouTube. Мы также будем очень признательны, если вы подпишетесь на нашу рассылку, чтобы оставаться в курсе событий, даже если вы не можете следить за блогом или в нашими социальными сетями. Увидимся на охоте за яйцами. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛСВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. Что, дорогие друзья, вот так у нас на неделе получилось. С вами был, как всегда, я, Михаил с канала Пейкмейкер. Забывайте действия, которые видите прямо на ваших экранах, а именно лайк, колокольчики, подписка на канал. Всем пока.